Всем привет, вы на канале Польза.нет Live, меня зовут Саня, это Польза стримы, и сегодня мы с вами будем обсуждать вот этот вот смартфон волшебный. Это Honor Magic 6. И спойлер, Honor Magic 6 Pro мы уже обозревали, Honor Magic 6 плюс-минус такой же смартфон, и сразу отвечу на несколько вопросов, но для начала не забудьте подписаться на этот канал, на основной канал Польза.нет, который вы видите вот там вот в зеркале, его значок. Нас там уже 445 тысяч человек. Телеграм-канал скидок. Почему это полезно и почему это нужно вам? По той причине, что в телеге скидок, для примера, сегодня по 22 тысячи рублей были Poco X6 Pro. А еще в телеге скидок по 11 тысяч были Redmi Note 4G и 13. И они все еще там. Поэтому посмотрите обязательно по ссылке в описании. Подпишитесь, недельку посидите, не понравится, отпишитесь. Но вообще сейчас будет 2 распродажи на Али очень крупных. И это будет более чем полезно. А может быть завтра даже сделаю розыгрыш Mi Band'ов. Плюс Mi Band 5, Mi Band 8 разыгрывается 5 штук ежемесячно на канале. На этом канале для стримов. Но вообще на основном канале для того, чтобы участвовать, нужно подписаться на канал с колоколом и написать любой комментарий. И быть еще подписанным на стрим-канал или на этот, и на лайв, или на лайв. Вот, все кратко вам рассказал, расскажу про этот смартфон. В первую очередь я хочу сказать сразу, что особой разницы между Honor 6 Pro и Honor Magic 6 нету. Honor Magic 6 Pro мы уже с вами обозревали. Притом прожаривать мы его тоже прожаривали. Дисплей здесь одинаковый, по идее, должен быть. Камеры плюс-минус очень рядом. Производительность процессора здесь один и тот же. И по большому счету это те же тапки, только в профиль. То есть тоже 120 Гц экрана, 5000 нит яркость. Габариты у Magic 6 чуть-чуть меньше. За счет чего? За счет того, что здесь чуть-чуть другой модуль. По идее он немного ниже на 7 миллиметра. Толщина на 0,4 мм меньше, ну, считайте то же самое. Единственное, он легче, и у него не заявлена защита от влаги IP68. Если кто-то ее найдет в какой-нибудь из реклам, напишите мне, пожалуйста. Та же внутренняя память UFS 4.0, та же объем накопителя. Единственное, нет терабайтника, есть только на 512 и 256 гигабайт. Чуть-чуть меньше аккумулятор на 5460 мАч и чуть проще зарядка. Поддерживается 66 Вт. Напоминаю, что в китайской версии Magic 6 Pro у нас шла зарядка на 100 Вт. Кто я такой и с чем меня едят? К слову, меня зовут Саня, 6 лет я делаю обзоры ежедневно практически. Ну, во всяком случае, если поделить все обзоры на всех каналах на основной канал, то там получится где-то по 1,3 обзора в день на устройство, которое в 95% случаев я покупаю. Если я не покупаю, вы видите шильдик реклама. Это редко происходит, в основном это третий эшелон, такие как Техно и Infinix, которые я не советую покупать, они меня смотрят, но им не важно, потому что в рекламе, разумеется, я читаю все по сценарию, который они мне подтверждают. Вот, если говорить про камеры, здесь, в принципе, основной объектив с апертурой 1.9, у 6 Pro была апертура от 1.4 до 2.0, то есть переменная. Плюс еще фокусное расстояние было 23 мм. Здесь у нас лазерный автофокус, автостаб, телефотообъектив на 32 мегапикселя, а не на 200 мегапикселей, как в прошке, но она там тоже телевик, не фонтан. Ультраширик, в принципе, ужасный, что там, сверхширик на 50 мегапикселей. И селфи-камера то же самое, одинаковая. Если говорить про какие-то модули, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7, мы это все увидим. В общем, в целом, по идее, разница зарядка, защита от влаги, телефотосенсор, основной сенсор. При том, что по фото и видео я сейчас вам скину. Мне кажется, я все фотографии, да, я уже все фотографии скидывал, исходники, и, наверное, сейчас 5 секунд. Скопирую ссылку. Слышно меня хорошо или мне придется вырезать данный ролик? Напишите, пожалуйста, те, кто смотрит. Всем привет! Вот сейчас в чате я скинул ссылку на исходники фотографий, там их больше 300. Не забывайте прожать лайк, кто пришел. Не забывайте написать в комментариях, что еще вы хотите увидеть. Китайские версии Honor'ов не блокируются. Напоминаю, что блокировкой у нас занимается только BBK. Это OnePlus и Realme. Даже iQOO они еще не блокировали, но это тоже BBK. Oppo не блокировали. Huawei и Honor не блокировали пока с моей смарты. У Xiaomi недавно были приколы по поводу
великого и ужасного не блокировки, а зависалого с обновлением, когда людям пришлось потерять все свои данные при обновлении. Может быть, это вас не касается, но тех, кого касается, те понял. Напишите, может быть, кто-то столкнулся с тем, что ему пришлось ребутнуть полностью свой смартфон, и он потерял все фото, видео и все остальное, и потом никаких претензий Xiaomi там не предъявил. Я думаю, что если в больших странах это произошло, не в больших, а в, скажем так, в странах, где часто подают в суды на компании, Honor пришлось очень даже плохо. Музыку тише сделаю. Красава, спасибо, что зашел. Юрий, Universal, Агро, Рамзес. Где посмотреть прожарку Realme GT 5 Pro? У нас еще канала на этот момент этого не было. Прожарки, по-моему, не было. Может быть, на пользу стрима была, я не помню. И напоминаю, что и все зависит от вас. Буду я продолжать данный банкет прожарок или нет. Почему? Потому что если людям не будет интересно и люди не будут подписываться, разумеется, это делать не буду. Так, вот смотрите, что у нас по тротлинг-тесту. Это я проводил в условиях, когда все было прохладненько, без чехла смартфон, в помещении, и назвать этот график хорошим у меня язык не повернется. Возможно, у вас повернется. По поводу PC-марков и всего остального. Плюс-минус те же тапки, только единственное, PC-марк, обратите внимание, довольно печальный. То есть я бы назвал данные результаты как минимум плохими. Может быть, вы не согласитесь. Я имею в виду по именно не по автономности. По автономности все довольно неплохо. 8 часов, сейчас я проверю, кстати, не факт, что на максимальной герцовке я его гонял. Если на максимальной герцовке, то норм. Яркость была максимальная. Разрешение экрана было максимальное. Скорость обновления была авто. Вот поэтому он так долго вывез. Я его еще тогда сегодня ночью загружу. Спящий режим 10 минут. И, в принципе, другие настройки экрана. Хватит этого. С чего мы начнем? Мы начнем, разумеется, с чего? С яркости. Вот, подключился. Очень странные дела. Извиняюсь, но это магия электронов, потому что шуровский микрофон я не трогал, и он просто взял и отвалился. Скузи. Скузи. Зато, видите, мне поп-фильтр, правда, маленький пришел. И звук должен быть чуть-чуть лучше. Не работает. Все работает, Universal. Не дезорганизовывайте меня. Не забудьте подписаться на канал с колоколом. И продолжаем. В принципе, то, что я говорил, это не важно. Почему? Потому что вы сейчас видите 1100 люксов яркость. Вот, номинальная. И что у нас? Теперь
Уже Теперь уже этот не работает, да? Отключить, запустить. Все. 1100 люксов есть. Включаем шим. Оценку шима. Я, кстати, хочу другой прибор купить. Может быть, куплю. Пока еще не решил. Наверное, надо завтра приобрести. Поплотнее. И сравню с Радексом как раз. Так. Шим 17%. А, кстати, шимит он почему-то больше, по-моему. Нет, 15. И 12. 14% в целом шим. Неплохо, но вот так. Следующий момент. Давайте-ка посмотрим HW Info, чтобы... Но помним, что очень часто то, что вы видите даже в приложениях из разряда HW Info, не особо корректно. Дело пошло. Не забываем прожать лайк, все, кто пришел, а то я буду думать, что Honor вообще никому не нужны, и покупать их не стоит, и все это мелочи жизни. И на них не стоит останавливаться, я имею в виду Honor. Специфические девайсы. CP 8 Gen 3. Система, разумеется, здесь гуглы все есть, русский язык есть. Экран, вы сами видите, довольно неплохая, 456, субфлагманская такая плотность. Но она у всего у них, у 6 Pro такая же была. Как мне пишут, и у айфона тогда субфлагманская, да, и у айфона. Только у Android и айфона, к сожалению, это разные вещи. И посмотрите по продажам просто мировым. И расстройтесь, или обрадуйтесь. И я был бы только максимально заинтересован, если бы покупал народ Android, потому что их меняют намного чаще. Вот, и их обозревать интересно. Их там 300 моделей в год, 200. А у этого дела нет. Так, Wi-Fi 7. Bluetooth не указан. Включим его. Выключен. Ну и ладно. Bluetooth 5 какой-нибудь там. Вот. Давайте Antutu. Я хочу... А почему? Что это случилось? Charging тест. Давайте еще раз проведу его. Может быть, даже 2 раза. Заодно пообщаемся. Самый дешевый Snap Gen 3 достойный? Наверное, да. Так их много. Так, стоп. Ну, все нормально. Да-да-да, все, боты отвалились. Почему? Потому что и в телеге я кое-что сделал, и... Ну, в конце концов, у человека не бесконечное количество финансов, чтобы нагонять ботов. Это хорошо, Рамзес. Иван, смарты адекватные и ценники адекватные, но не для Российской Федерации. Если брать, опять же, глобалку, я даже рассматривать не могу, это сюр. Ну, то есть, если я Xiaomi 14 Global купил, я о нем расскажу. Вот не глобалка данного смартфона, я сейчас смотрю, стоит 66 тысяч рублей. Насколько это норм? На 100%. Ну, а сколько должен? 50 стоить этот смартфон? Вот, у 6 Pro 81. Сколько она в глобалке стоит, даже знать не хочу, потому что, ну, это за гранью безумия, за гранью разумного, и размышлять о их больных ценниках мне никакого кайфа нет, я думаю, вам тоже. Если говорить про... Очень интересно, почему у меня стрим... Почему нигде нет обзоров на Honor Magic 5? Тайрик, вы у меня спрашиваете? Ну, во-первых, это старый смартфон. А во-вторых, если смартфон не набирает просмотры, я смартфон не покупаю, потому что мне его продавать потом очень-очень невыгодно. Мягко скажем. Вот. И все. Как это называется, максимальная открытость для вас. Когда продавать невыгодно, я его не покупаю. 6-й я продам. То есть я примерно понимаю, как я его продам. У 5-го, по-моему, у них разве была поддержка гуглов из коробки или нет? По-моему, не было. Или была? Тут же вопрос, есть ли там поддержка гуглов.
Если есть поддержка гуглов, то это одна история. Если нет поддержки гуглов, то история довольно печальная и совсем другая. Почему? Потому что если у тебя нет поддержки гуглов, ты продавать будешь только, извините за грубость, очень... Ладно, не будем грубо называть этих людей, но очень неприхотливым людям, назовем их так, которые, в принципе, планируют потом испытывать боль при продаже. Honor и Huawei, поэтому в России торгуются, допустим, Honor Magic Ultimate выгодно часы. Потому что... Что? Потому что эти часы никому не нужны у нас. Вот и все. А на глобалке они торгуются за сотку. Ну и кто-то их покупает. Хотя мне много очень людей писало и расписывало, что это лучшие часы для, опять же, дайвинга. Очень интересно, почему решил на 13C не дарить с нами. Потому что красава, там нечего тестировать. Это то же самое, что Poco C65. Я поиграл полчаса в PUBG, 40 минут. Он греется, тормозит. Ну и смысл его гонять? Не вижу вообще никакого. Может, я завтра сделаю вообще такой в свободном виде стрим с розыгрышем 5 Mi-бендов без прожарки девайсов, с 10 советами, как покупать на Али последнее время, потому что очень много специфических вещей, скажем прямо. Вот. Крайне, я бы сказал, даже много. Хорошая скидка за 26, 12, 256 или 12, 512 или сколько? Что хорошее понятие растяжимое, но лучше, да, лучше купить и дальше уже не смотреть скидки, потому что ты мог что-то пропустить, что-то не пропустить, и все это довольно специфичная тема. Стрим по Али будет интересен, но я надеюсь. Можете поставить плюсики, кому будет интересен стрим по Али. Мы придумаем чего-нибудь. Интересные комментарии. А вы смартфоны продаете? Нет, смартфоны мы не продаем. Никто. Ну, может, кто-то и продает. Я думаю, из подписчиков много кто продает, но в этом случае мы что делаем правильно? Баним эту тему. Почему нет IP68? Должен быть. Ну, вот я не вижу. Я вижу наоборот, что это отличие у 6 Pro и у 6. Может быть, и он есть. Если есть, буду топить. Если не найду до завтра, то в рекламе не вижу. Давайте посмотрим на официальном сайте. Как мы вместе разбираемся, да? Кто-то скажет, не подготовился, а кто-то скажет, ну и ладно, вместе разберемся. Потому что топить, ну, не особо желание есть. Да, я не вижу IP68. Кто найдет информацию, что здесь есть... В этом-то и смысл, они должны отличаться не только по модулям, но еще по каким-то фишкам, которые делают значительно дешевле шестерку относительно 6 Pro. И да, IP68 не вижу я. Ну, обычная зарядка помедленнее. Где-то. Я вижу тоже терабайтники. Да, терабайтники тоже есть. Терабайтники есть. И полную конфигурацию не вижу. Пока. Вижу 6 Pro конфигурацию на официальном сайте. Но это чуть другая история. Там X100, здесь X50. Ну, вообще камеры основные мне правильно сказали, что Саня, ты ж понимаешь. Почему ты сказал, что про основные DxOMark тоже сказал. Но если они сказали про фронталку, не если, а я посмотрел, да, они сказали про фронталку, что все волшебно, но они вообще больные люди. Кстати, я не вижу в глобалке 6 Pro. Ой, шестерку, я вижу только 6 Pro и 5 Pro. Они не вышли на глобалку, получается?
Какой телефон до 120 тысяч рублей? Александр, любой. Вы можете за 120 тысяч рублей купить любой смартфон. Что сейчас начнется за Нубию? Про то, что Нубия за 60 ультра у меня кирпичом лежит сейчас? Невосстанавливаемым. Звук шалит. Так. Раз, два, три, четыре, пять. Да вроде должен быть норм. Что конкретно в звуке не так? Плохо, что защиты нет. Но я говорю, я нигде не нашел информации о том, что она есть. Может быть, вы найдете, и тогда будет другая история. Просто на данный момент, ну, я не особо хочу топить штуковину, которая, вполне возможно, приведет меня к полной драме в итоге. Заикается звук. У него динамики пропадает. Что динамики? А, вы имеете в виду, потому что шумодав стоит, и может быть звук мой. Могу шумодав отключить. Звук хороший, моментом просто прервался. А может просто молчал. Да, шумодав работает. Как у кого день прошел? Кто-нибудь что купил на распродаже? Сейл вообще жирный был. Просто жирнейший, я не знаю. Нереально жирный, волшебный и крутой сейл. И тебе привет. Всем привет. Что такое сейл? Модест — это распродажа. Денег нет покупать. Ну и хорошо. Если нет денег покупать, значит ничего покупать не надо. Тем более в конце месяца вроде бы еще сейл лучше будет. Вот. Если они пока все не распродадут, а я думаю, они не распродадут, то будет все норм. Не можем выбрать. Что именно не можете выбрать? Ну, я говорю, завтра стрим. Ну, я стрим проведу больше про то, наверное, чтобы я брал сейчас. И все. И... Может, даже какие-нибудь... Не знаю, у меня не хватает, видите, обзора, получается, на 13 Pro, на Redmi 13 Pro 5G, но у него хороший ценник. Хорошие цены на Poco сейчас частями. Но я не знаю, наверное, на Авито я сейчас посмотрю. Если на Авито уже стали... Но мне не кажется, что стали скидывать их дешево. Кто-нибудь видел, почем уже на Авито? Poco X6, Poco X5 Pro. 5 секунд. Я хочу еще один обзор сделать. X6 Pro. Посмотреть, что там поменялось. Еще на камеру поснимать. Не шутя, они за них хотят. 26, 26, 27. Не, народ подзакупился. То есть так он стоил 24 500, и в принципе народ по 25 продает.
Уже по 25 бэушные пытаются продать, но это наивно. Да, перенасыщение рынка просто бэушных пока. Мне кажется, даже новый можно найти, как на Алишке, плюс-минус. 28, 32, 32, 31, 26. В общем, чаще всего 26 штук. И их очень много. Их прям безумно много. Но с другой стороны, вы купили за 22 его, допустим, и скидываете по 26. Разве плохо? Неплохо. Ну да, ниже рынка, да и ладно. Вот, смотрите-ка. Раз, 2 миллиона 17 тысяч. У меня звук, окей, Дукат, у меня нормально, я не вижу, я сейчас слежу, что со звуком какая-то белиберда. То есть по тому, что я вижу, со звуком все хорошо. А если я вижу, что все хорошо, скорее всего, так оно и есть. Я бы хотел побольше, пободрее сейл на OnePlus, но, скорее всего, он будет во второй половине месяца. Как раз у меня будет 12R. Помимо этого будет... Вообще очень много смартфонов идет. Вот что я не купил. Я не купил GT3. Но они больные, у них ценник 19 тысяч. Они так его еще и не сбросили. Либо они специально так сделали. Архитектор, привет, рад, что ты дошел. Дмитрий, привет. Александр Павлов, да, жарят. А что еще делать? Уже второй загон. Заход. Загон. Кстати, я сегодня забыл рассказать историю. Она плохая, сразу предупреждаю. Благополучным образом купил 12X на ММ, но я уже на ММ иногда скидываю ссылки с промиками. Так вот, бывшая супруга поехала забирать, и там просто в нули выгоревший дисплей. Оказалась витринка, сначала была указана витринка, потом написали не витринка, в итоге написали все равно в конце, что витринка. Я сказал, ну типа в хорошем состоянии, в итоге 12X был просто с нулевым, в нулевом состоянии. За 2 года, получается, выставочный образец выгорает экран в нули, просто в нули. Mi 14 China или Samsung S24 на Exynos. Вик, и то, и другое будет с определенной степенью боли. Когда вы купите Samsung S24, для вас боль будет не супер топовая камера. Я не знаю почему и когда они ее допилят. Когда вы купите Xiaomi 14 China, у вас будет боль другая. Вам нужно будет перешивать, и там, по-моему, не все бенды, я не помню уже. А почему вы не хотели Global купить Xiaomi 14 за 68 тысяч? У него цена такая же, как у Samsung S24. 68 тысяч. Дмитрий, кстати, напиши мне в личку потом в телеге. Я тебе полезную инфу дам. Гордиенко. Так, он яркость сбросил капитально на второй прогон. И он, вот я зря его не трогал, он довольно горяченький. 43 градуса. Но опять же, у меня работает кондиционер. Я могу шумодав для вас отключить. Я вам сообщаю, когда кондиционер не работает. На третий прогон я пойду за курткой, хорошо? Купил на Озоне ноут, продавец кинул. Ноут приехал БУ. Иван, ну, значит, у вас не глобальный был Озон, потому что если Озон Глобал и приходит к вам какой-то товар бракованный, то вам не повезло очень сильно. Это вам на будущее. Когда будете покупать на Озон Глобал по очень вкусным ценам, знайте, что вы очумеете просто возвращать средства. Про какой GT3 ты сказал? Это не про смартфон, Андрей Олегович, это было про GT3 часы. Black Shark сделали часы. Но они кому-то разослали, я не знаю кому. Не, Black Shark никогда ничего не засылали. И... А к чему это все? К тому, что...
Они сделали, получается, часы, и они стоят космос. И все. Пока, космос. Может, потом будет лучше. Но пока, как говорится, все плохо. Пока все нехорошо. Когда у людей окирпичились смарты после обновы, нужно помнить, да, теперь, что Xiaomi это, во-первых, что Xiaomi это тема, которая может просто убить смарты, а во-вторых, что андроиды при желании через Google, как всем говорят, вот iOS зло, они могут окирпичиться. Также могут и андроиды просто патч безопасности кинут под Российскую Федерацию и все. Кот, я не скучаю ни почему, и подобные вопросы приводят к полноценному бану на моем канале. Мы общаемся по поводу железки, и все. Мы не общаемся, ну, максимум общаемся еще по поводу цен и чего-то отрешенного. Ни политики, ни религии у нас нет. У меня нет мнения вообще никакого, я об этом не думаю. Я знаю только два слова, политика и религия, и понятия не имею, что они значат. Так же, как по локалке, где кто находится, кто где хочет. Как мне правильно говорили мои родственники, близкие очень, что нормальный мужик за год привыкает даже к одиночке. Хорошо тебе или плохо, дай себе год. Вот. И было бы выгодно в другом месте находиться, я бы находился в другом месте. И все. Мне не важно, что за окном. Ну, я утрирую. Хорошо, когда все хорошо за окном, а не метель и 8 месяцев в году, ночь. Но меня она тоже устраивала, спишь зато комфортно, только не летом. Саш, какие часы посоветуешь к смарту IQ? С рабочим NFC. А Мосфиты какие-нибудь посмотри, какие тебе больше нравятся. Их же море. Сразу удалил Xiaomi-шный магазин, это обнова мне не прилетело. Но все равно вот момент, я бы сказал, мягко скажем, жестокий, потому что, ну, как минимум, люди какие-то потеряли на этом деле средства. Я прям уверен. И очень странно будет, если Xiaomi никто не засудит после этого. Но это один из звоночков, видите, BBK нас подколола с одним моментом, а эти типы вот с другим абсолютно. 5 секунд. И всем, кто здесь первый раз, напоминаю, что у нас никакой здесь эпичности нет у стримов. Мы общаемся компанией из разряда, вот как кто-то когда-то, может быть, в баню ходит или совместную курилку. Я против курения второе десятилетие не курю. Вот примерно так же мы и сидим и общаемся, максимально обходя острые углы, локации. Единственный языковой барьер у нас только русский язык, и я еще приветствую, если вы говорите по-английски, могу тоже отвечать. И все. Пришел Neo 8, доволен как слон. Павел Тумаев, так как прошло уже 33 минуты и 109 человек смотрит, я понимаю, что сейчас это я себе стреляю в ногу, я каждый раз эти 6 лет выделываю с этим. Но почему айкушки никто не пиарит? Почему Z8X никто не пиарил, Z8 не покупал, IQ 12? Потому что если вы занимались, ну, вы знаете, что у блогеров есть реферальные ссылки. И блогеры за эти реферальные ссылки получают, там, допустим, Али, по-моему, платит полсотых процента, по-моему, за не алиферал или за алиферал. В общем, проще говоря, год он не платил, сейчас он какие-то копейки платит, но он платит за IQ, он не платит вообще ничего, потому что это не алиферал, кто понимает, что это такое. То есть это тот бренд, который даже не хочет продаваться в России. И если вы у кого-то видите обзоры, ну, опять же, если вас не льют на конкретно магазин какой-то, то бренд IQ очень даже достойный. И его уже неплохо покупают на Авито. Посмотрите сами, оцените сами. Но
но это все равно не вариант Lite. Любой китайский смартфон многим людям будет в каких-то вопросах не радовать. Android Auto, китайщина где-то. Вы видите, яркость он на второй прогон сбросил довольно прилично. Вот. Никак за закатом не обезопасите. Ну, во-первых, ты не обновился, наверное, шторку, потому что нечего из их родного магазина ничего обновлять. А глобальные какие-то обновления, когда, ну, прикиньте, что будет сыпаться, в каких объемах. О, я знаю повод. Завтра. Для стрима. Вот. Нормальный повод? Погоняем его. Нет, я Samsung уже продал. Очень плохие Вот сейчас то, что подсъемы идут, они уже на яблоко опять. У него выпадание кадров идет. У него кодировка очень неприятная. И как бы сформулировать помягче. Он рисует картинку слишком неприятно лично мне. Все. И повторяюсь, вот вы можете сказать, что вот ты пиаришь iPhone. Яблоко рекламу покупала только у одного человека в Российской Федерации. Открываете Sbanks и смотрите. Только у Вилса. Все. Все остальные для них просто клопы. Вы понимаете объемы? Зачем им покупать рекламу, если... Вот я как блогер, там, не знаю, через 2 года после моего блогерства сделал самый популярный ролик. Какой, как вы думаете? AirPods. AirPods. То есть я за счет просто бренда получил миллионный... Ну, он там за 5 лет набрал 1 000 000 просмотров. То есть смысл им у меня чего-то там покупать. Я пиарюсь за счет них. Не они пиарятся за счет меня. Вот им вообще ни тепло, ни холодно от этого 1 000 000 просмотров. И к чему это все? К тому, что вы слегка переоцениваете или недооцениваете значение рекламы для Apple. Это с Samsung у мистера Биста надо что-то покупать. За какой кофтой, Альберт? Я что, завис? Нет, я не завис. Как у кого день прошел? Не забываем прожать лайк и написать, что кого интересует, для того, чтобы я вам мог ответить. Почему в Honor Magic 6 Pro слабее NFC, чем в Realme GT 5 Pro? Вы же понимаете, что это может при обнове меняться? Он либо есть, либо нет. Вам лень его положить на аппарат или как? Или как кто-то расплачивается издалека, чтобы у вас с NFC-метку могли спереть? То есть, ну, как я понимаю, NFC-метка делается так, чтобы ты прикладывал, только для того, чтобы у тебя не было возможности ее украсть. И это в китайской версии проверяли? У кого не работал NFC? Альберт за своей. Чего? Альберт, до свидания. Я не понял юмора. Какая погода в среду? Она всегда одинаковая, Хаген. Universal, ты его уже не догонишь, он уже заблокирован. Стоит ли переплачивать за Global версию Asus ROG 8? Ну смотри, если тебе лень ее обновлять самому с Tencent, я бы брал перепрошитый Global. Ну, китайский перепрошитый на Global. Вот второй прогон, 1 800 000. Ну и третий. Серый кот, здорово. Samsung уже сделали коллабу с мистером Бистом. Я уже сказал. Ну, опять же, Big Sam. А какие у них варианты для того, чтобы начать продавать хоть что-то? Там реклама, в которой он рекламировал свой батончик, да? Опять же, я его не смотрю, честно. Как бы для меня эти типы, наверное, очень далеко.
Потому что я не креатор. То есть что в чем я креатор? В том, чтобы найти какой-то девайс, который мне интересен, и рассказать вам все. И таких девайсов должно быть 365 в году. В обзоре ты разве не Honor Magic 6 топил? Нет, я в обзоре топил Honor Magic 6 Pro, Александр Иванов. А сейчас на стриме у нас Honor Magic 6. Что лучше, Oppo Find X7 или Xiaomi 13T Pro? Я не знаю. Лермонтов, магия в том, что в этой ценовой категории, как вообще в любой ценовой категории, сказать вам, что один смарт будет лучше другого, никто не скажет. Oppo Find X7, во-первых, не глобалка, а китайская версия. Никто его не будет покупать, чтобы вы его сравнили. Вообще, у кого есть обзоры, кроме меня, на Oppo Find X7? Кому он нужен на благосфере? Его не продать, как бы маржи на нем нету. Xiaomi 13T Pro будет проще продавать. Oppo Find X7 это не 7 Pro и не 7 Ultra. В те же деньги продашь, наверное, но не факт. Ну, опять же, вот человек пишет про iPhone лучше. За 40 тысяч iPhone особо крутой ты не купишь. Даже 15-й. В Honor Magic Pro 6 китайская версия проблема. Долгое ожидание. В Realme GT5 Pro срабатывает на расстоянии 50 сантиметров. Там обновление Android 14. В плане вам нужно 1,5 минуты ждать, пока расплатиться, или сколько? Сколько это долгое ожидание? И еще раз повторяюсь, если у вас NFC срабатывает на длинном расстоянии, вероятность того, что у вас сопрут вашу метку, очень высока. Но это если вы примерно понимаете о безопасности что-то. Апоссум, привет. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, где лучше приобрести OnePlus 12 Global? Андрей Грозный, да, их нет в моем ангеровском топе 10 штук. Почему? Посмотрите, когда они выпускались. Подождите, а у меня разве там полноразмерные были? Алексей, будет топ-10 смартфонов, может быть даже топа 3. Неподалек, какой именно не интересен? Xiaomi 14 Ultra уже куплен, и, кстати, уже куплен от перекупа за 100 тысяч рублей, никаких космических денег нету в этом, при том, что, опять же, на Авито сейчас очень много продавцов, очень много, и новинок тоже, и китайцев много. Понятно, что по предзаказу не стоит, ну, наверное, если вы доверяете, то стоит брать, но в целом Ультра уже будет на руках у меня 8 числа. Куплена. Я не особо, ну, как вам сформулировать? От того, что она у меня будет, я могу вам сразу сказать, я не советую ее покупать. Потому что она стоит овер дофига, это не глобал, и Xiaomi супер флагман это изврат. Начиная с 11 ультра, 12 ультра, 13 ультра и теперь 14 ультра. 13 ультру не помню, кстати, 12. 13 ультру не помню. 13 ультра была? И можете называть меня как угодно, там, не знаю, но это просто способ зажиреть кому-то. А по факту 100 тысяч рублей за что? За смартфон, который... Для чего? Он там суперкамера? Нет. Там операционка какая-то? Нет. Там шима почти нет? Нет. Сейчас Дмитрий Гордиенко вышел из чата, да, Дмитрий? За что сотка? Я понимаю, 68 тысяч за глобалку за Xiaomi 14 или 50, там, 48, по-моему. 47 тысяч Xiaomi 13 Pro уже был, я где-то видел. 11 ультра был крутой. Hypervines, у вас впечатление, что 11 ультра был крутой, потому что он был на низком курсе и продавался за копейки просто, потому что был рубль 53 рубля за доллар. А если бы ты покупал его по курсу 100 рублей за доллар, вот сейчас пересчитай стоимость, или там 70 был, и прикинь, сколько у него было конкурентов в эти деньги. И опять же, его скидывали дешево. Почему? Потому что он никому не нужен был. Потому что это флагман, не флагман, а
детская погремушка-трясучка. Очень классный смартфон для продаж, очень классный для хайпа, но абсолютно бесполезный. Так же, как Ультра 14. Он великолепен, и я с удовольствием о нем порассказываю, но я не верю, что Xiaomi сделала какие-то супер волшебные камеры. Оболочку вы и так прекрасно знаете, что с ней может произойти, мы уже теперь оба, вот вы, 128 человек в онлайне, и я знаем, что Xiaomi может сломать телефон, у вас останется из данных 0. Были ли такие косяки у Яблока? Нет. Кто у нас кирпичился теперь? Теперь это флаг только Xiaomi-шек. Та-да! Скажите, вот темная моя душонка, теперь буду постоянно вспоминать в каждом обзоре, но Xiaomi может обновить смартфоны ваши так, что они уйдут в ребут. Конечно, яблоки ужасные. Realme блокируют, OnePlus блокируются, Xiaomi косячат, а яблоки подлецы. Ильгиз, приятно вас видеть. Не забудьте подписаться на канал с колоколом, все, кто пришел. И огромное заранее спасибо за просмотр. Рамзес, да, все запомнил. Дмитрий, ну я тебе говорю, и у перекупов Xiaomi 14 Ultra старт продаж там чуть ли не 120, потом 110, теперь 100. Ну, то есть ты покупаешь непонятно что на 20 тысяч дороже, чем стоит вообще его брать. Он, по-моему, шел вместе с планшетами в подарок тоже. Mate 60 будет. А кому он нужен, Антон? Кроме вот, как бы, для чего? У него появился гуглы, у них появились. Если будет совсем все плохо, то я их куплю. Но я вам говорю, что вот сейчас я даже список не буду открывать. У меня Samsung S23+, у меня соневский вот этот маленький, который не десяточка, купил. А потом ROG Phone 8 Pro, перешитая на глобалку. Не глобалку, у меня была ROG Phone 8, перешитый на Global, ROG Phone 8 Pro Global, и вот сейчас будет перешитый на глобалку. Потом этот. Это из того, что уже на руках. Xiaomi 14 Ultra. И дальше 5 секунд. Я сейчас вам покажу. Зачем показывать? Ну, в общем, я накупил на Алишке 2 Realme. Притом Realme, разумеется, были, не шутя, какие 430 баксов я за них отдал. За один и 400, и 320 за другой. То есть никакие там не 23 тысячи рублей, а просто космос. В общем, хоть смейся, хоть плачь. Встрял я, проще говоря, на а-ля старте продаж. Что сейчас он... $250. В общем, все очень плохо. Я купил Realme очень дорого, но оба Realme я купил. И да, мне их предлагали. Xiaomi 14 Global идет. И это мне прям интересно. Но он еще в пути. 2 икушки K11 и K11X. Вот это мне тоже интересно. И 6S отправили мне, Mi Pad. Но я думаю, он тоже долго будет идти. Отправили мне, купил. Сейчас скажу за сколько долларов. $520 вышел. Реально перейду на яблоко с Xiaomi. Виктор, чё? Ну как получится? Виктор, чё? Нет. Мораль моя не про то, что нужно яблоко. Просто если у вас есть деньги на флагман, когда вы его выбираете, нужно четко понимать, что есть флагманы прям флагманы, а есть флагманы, которые копируют. Ну вот iPhone копируют все, начиная с цвета Титан и заканчивая гранями, еще чем-то, еще чем-то. Я вообще за него не топлю. В играх он вообще дно. В плане экосистемы, ну, не взломанных программ, ничего. Просто когда вы покупаете другие устройства, вот эти устройства супер хай класса, из разряда 70 тысяч рублей, 80, 100 тысяч рублей, которые потеряют в стоимости. Xiaomi вышел, 20% стоимости потерял уже, ультра.
Xiaomi 14 Ultra уже потеряла 20% стоимости, неделя прошла. Яблоко потеряло 20%? Нет, первую неделю после старта продаж яблока ты мог его продать на 20% дороже, потому что их не хватало. Вот. Виктор, чё, вы уйдете скоро в бан. Напоминаю, что на моем канале можно вспоминать только обзоры или каналы от 1 000 000 подписчиков. Напоминаю. Все остальное считается пиаром. Tencent Rock брать. Много заморочек будет с обновами, китайщиной и подобным. Хаген, обнова будет необходимо скачивать ее, скидывать на файл. Она самораспаковывается. По поводу всего остального читайте форумы. Я не считаю, что какие-то проблемы с игровым смартом есть, если он перешит на глобалку, если это Asus. Все. Кстати, плюсик поставьте на Poco X6 Pro. Я, по-моему, про это спрашивал. На Poco X6 Pro интересен еще один обзор. Я еще один хочу купить за 22, а потом продать. Да, я хочу заработать на том, что я иногда покупаю и потом продаю дороже. Редко, но бывает. Про Realme это не пройдет. Я бы погонял 15 Pro Max, интересная камера. На iOS мне сильно импонирует. И еще раз, мне яблоко импонирует по видеосъемке. И теперь только с основного модуля, без всяких стоковых программ. Для хорошего звука в наушниках. Не посоветую вообще ничего. Bluetooth. Bluetooth кодеки в каждом обзоре я показываю. Ну, OnePlus 12R, Дмитрий Ким, это не флагман. Поэтому я не могу сказать, что он может... Он даже по цене не флагман. Кстати, 12R тоже, вот, OnePlus 12 Global и 12R тоже скоро будет на обзоре. Ну, скоро, через недели 3. У меня вот так все скоро. Хаген Play, с ним ясно... Итак, ну ты пока в меньшинстве, Хаген. Asus ROG Phone 5s очень даже древненький. Дмитрий, да, говорю, 14 Ultra надо... Вот почему я покупаю смартфоны. Мне нужно делать обзоры. Вот. А вам, если покупать какие-то вещи, очень странно у меня модуль прыгает, то лучше обращать внимание на все. И в первую очередь, на что бы я на вашем месте обращал внимание, это на рентабельность. Потому что смартфон в последнее время это игрушка. Ты наиграешься полгода и все. Ильгиз, почему не нравятся водопады? Потому что у них идет искажение, когда вы смотрите на экран. Всегда. Всегда. Плюс вы очумеете на них стекла клеить. От камеры смартфон удалить. А зачем? Ну вот. Прошу вас. Раздражает? Или вы думаете, что здесь где-то у меня горелка рядом, или наоборот лед лежит снизу? Еще раз объясняю позицию. Вот все, третий прогон, и ему совсем плохо. Прям первый раз я вижу такое, что 1 048-47 градусов. Нам надо подождать 15 минут, потом я поиграю. Ага, 15. У нас нет Геншина. Еще. Здесь такой же прикол с прекрасным Ньюстейтом. Смотрите. Вы покупаете с гуглами смартфон, но здесь нет сертификатов. И поэтому, когда вы пытаетесь загрузить какой-нибудь PUBG New State, происходит вот такая печаль. Смотрите. Confirm. И... Та-да! Не забудьте, что у вас смартфон за 66 штук. Я говорю, меня это волнует. Вот это меня волнует. Вы покупаете любой Android, но можете все установить. Окей. Вы покупаете любой iPhone и можете установить все из маркета. Стандартное что-то. А когда ты покупаешь Honor или Huawei, это... Вот сейчас у меня маты, потом слова, которые оскорбят пользователей. Сейчас я подобрал.
это очень большая проблема, когда ты сталкиваешься с какой-то мелочью. Вот я люблю играть в PUBG New State. Мне нравится час сидеть и играть. И таким образом я тестирую смартфон при вас. Но какого лешего я должен извращаться? Какой извращаться? Почему я не могу установить стандартную программу, в которую миллионы людей играют? Миллионы. Ждем. Это получается как какая-то третий эшелон реально недопиленный. В ноль или плюс. Рестайлинг, да, это как хобби. Ну вот кто-то покупает машины, мы покупаем железки, это игрушки. У кого-то есть там, не знаю, возможность купить там яхты, перепродавать потом. Хотя яхту обычно себе покупают и надолго. Или здание, или бизнес. Но вот у меня это хобби. Я думаю, что у кого-то из вас тоже. Нет, Александр Иванов, вы очень сильно ошибаетесь, иначе бы у меня не было 455 тысяч подписчиков на YouTube. Польза нет. И максимуму всегда на 2 года хватает. Ну, только если человек, не знаю, его почти не использует. Ди, а зачем мне проверять Mobile Legends, если я в него не играю? Ну, давайте я один попытаюсь установить Mobile Legends. Вообще, вам нужно спрашивать, устанавливаю. А вы понимаете, что придет обнова, и он может не установить? То есть это смартфон, который вполне возможно может не установить вашу игру, потому что придет какое-нибудь обновление. Это не стандартный дешманский Android. Это Honor, честь и отвага. Вроде встает. Одну установлю, только для вас, так как пришли. На IQ тоже не все игры встают. Георг СПБ, какие из тех игр, которые я тестирую, которые рассчитаны на миллионах пользователей, не встают на IQ? Назовите мне, пожалуйста. Александр Юрьевич, может быть, но не всегда. Это все в сумме. Если у тебя днищенский процессор и медленная память, то тебе никакое ПО не поможет, понимаешь? Ну что, разве айфону 15 помогает, что у него 60 Гц, какой бы он ни был крутой? Я надеюсь, что это не было ДРЕ, попытка прорекламировать игрулю на всех. Такой залетный рабочий Mobile Legends. Это, по-моему, донатная штука, нет? Ну, сейчас мы подождем, загрузка игры идет. Хотя я понятия не имею, о чем она. Она же может при загрузке вылететь. Хаген, серьезно? Нет. Я свой Brawl Stars про это поиграл, когда мне было нечем заниматься. Я понял, что это за тема, кстати. Вперед! Вперед! Ей! Все, наигрались. Дайте мне восстановить смартфон до нормальной температуры. И мы пройдем к Geekbench. Поиграем 15 минут в Genshin на максималках. Увидим, как сбросится яркость, и оставим его в покое. Хорошо? У меня из интересного будет в обзоре только сравнение с S24. Hagen Place. Еще одна подобная штука, и вы будете забанены просто наглухо. Навсегда. Чтобы вы понимали, что любое упоминание подобной штуки — это уже статья. Добро пожаловать в реальность, если вы в Российской Федерации. Никакой неинтересный мне. По этой игре отлично. Хоть 50-й. Я понимаю, что она донатная штука, которая дает деньги очень много кому. Александр Павлов, может быть. Ждем, когда остынет полностью внутрянка. 36, еще чуть-чуть дадим. Лучше для чего, Ринатор?
И лучше для кого? Hugging Place, ну, я говорю, существует очень много, к сожалению, законов, особенно касающихся регулировки различного вида игорной деятельности. Она разрешена только на в определенных местах. Опять же, я против того, чтобы кто-то... Знаете, как это? Тактильно удобен? Как понять тактильно удобен? Формулировка. Великий и ужасный русский язык, да? Тактильно он удобен или нет? В моей лапе он слишком большой. Вот видите? То есть я до верхней шторки не доползаю. Но у меня маленькая ладонь для подобного вида смартфона. Вообще для роста. У меня рост 182, а ладонь небольшая. Ну вот iPhone 15 Pro Max, вот ладонь. Но iPhone 15 Pro Max мне удобен. Уже. Но привыкал долго. Скоро будут топы. Скоро будут топы. Думаю о OnePlus 12, что скоро будет у меня обзор на глобалку. И еще думаю о том, что все, кто пришел, не забудьте прожать лайк, и рано или поздно вам понадобится прожарка какого-то смартфона. Вот. А вы не поставили лайк, не подписались на канал с колоколом, и я подумал, что никому он не нужен, и больше не делаю прожарок. У меня уже была пауза. Мотивируйте меня, друзья. Вы же от этого выиграете. Будет обзор на Meizu 21 Pro, но пока я не вижу, где его купить. К слову, сейчас проверю. Я его вчера проверял, не видел его на Алишке. Как только найду, я куплю. Но опять же, у меня не будет все быстро. Ну, с другой стороны, я не делаю зато все галопом. 21 Pro не вижу. Видел, что его начали продавать, но продают ли, тем более... Это странно, покупать смартфон, а бренд уже сказал, что больше не будет выпускаться. Не вижу его в продаже. Если будет, скиньте мне в личку. Телегу я куплю и расскажу. К слову, еще скоро будет 3 обзора. Один на Tecno, потом еще один на Tecno ноутбук и один на интеловский смартфон. Вы ощущаете, как меня любит третий эшелон? А вы говорите, я его ругаю. Но им-то виднее, ругаю я его или нет, да? А в плане впечатления, почему у меня Иванов Александр должно оно было поменяться? Оверпрайс. От того, что мотивируйте, но не мотивируйте ребят, но не материте. В плане камеры игрушек, что лучше, Xiaomi 14 или 14 одинаково? В плане камеры не знаю. Ни один, ни второй не отличается какой-то там волшебностью в плане камеры. За закатом, ну, технически я в это дело верю. Практически, мне кажется, это лабутень. Антон, это хорошо, если он вас устраивает. Дмитрий Гордиенко просто посмотрел на камеру 14 ультра, просрезился, посмеялся, улыбнулся. И все, да? И подумал, что? 120 кусков, 110 кусков. Да, Дмитрий, да. У меня аж глаз задергался. Потом, когда они будут это дело продавать по 80 штук, мы еще вспомним. Ну, а пока нет. Пока не помним. Почему Арго я не делаю обзора на планшеты? Каких у меня нет планшетов на канале? На что? На какие из планшетов у меня не было обзоров? Расскажите мне. Понял про водопады. Какие плоские экраны? Xiaomi, iPhone, BBK, все водопады. Honor. Нет, Honor не водопад. Что у нас еще? У нас было несколько не водопадов. Айку, Рокфоны. Много очень всяких не водопадов. А прожарка 14 Xiaomi, скорее всего, будет уже после 30 марта. Вообще, у меня будет вариант делать немного колхозные прожарки, если вы готовы. Я уезжаю в Абу-Даби. Если вы хотите, чтобы я там делал стримы, напишите мне в комментах, кто смотрит. То есть там я смогу прожарить смартфона 3.
Микрофон, камеру я с собой возьму и GoPro. А будет ли обзор на HTC U3? Я не знаю, что это такое, Брина. А если я не знаю, значит не будет. Вообще HTC не будет. Ну, по-моему, уже все. Где вы его нашли? Андрей Грозный, а вы берете и камеру благополучным образом достаете лоток и 2 раза прогоняете, и все. И у вас она не потеет. Все мои негативные эмоции к железке распространяются очень часто, первое, на вопрос, будет ли все хорошо с ней, и второе, относительно стоимости. Когда ты имеешь в руках новинку за космические деньги, ты предъявляешь ей претензии как к новинке за космические деньги. Еще раз, у меня неправильный канал. Я танцую здесь от цены. Я не получаю от магазина, либо какого-то перекупа, или еще кого-то железку. И рассказываю вам, я чувствую это, покупая и потом продавая. У меня не, наверное, чистые эмоции, как у других блогеров, техноблогеров. И я не могу с вами поделиться какой-то щенячьей радостью и восторгом. Или наоборот, безумным там расстройством чистым, потому что оно у меня завязано на цене всегда. Если я удачно что-то продаю, то хорошо. Если Infinix, который я купил за 30, для меня явился минус 30 тысяч, потому что он до сих пор лежит у перекупа, это вот минус 30 тысяч. Если Infinix, который был GT10, игровой, я говорил, что он продался в 2 раза дешевле, но продался. И, разумеется, я не могу как-то отрешенно от цены рассуждать по поводу устройства. Если я смотрю на Xiaomi 14 Ultra, купил ее за 100, ну, мне смешно смотреть на тех, кто покупает ее по 110-120, потому что я знаю, что завтра она будет стоить 80, и она еще при этом никому не нужна будет. Вот. Ну, учитывая спеки, вот я просто смотрю на нее, и да, я расскажу вам о ней. Ну да, у меня изначально к ней отношение не фонтанное, не волшебное. И я не верю, что Xiaomi со своими алгоритмами бах вздернут там какой-нибудь Oppo или вивовский смарт какой-нибудь 100 Pro Plus, или уделают Samsung с телевиком. Вообще не знаю, где они могут уделать по камерам, но мы посмотрим. Но вот настрой, да, наверное, имеет значение. Особенно после их обновлений со шторкой, это вообще... Я бы на их месте сделал бы 30% скидки на все смартфоны. Что они, в принципе, и сделали с Poco. Так что, может быть, этот эпичный фейл сыграл на руку покупателям. То есть нам. И что там за ZTE? Все в утиль, да, Бигсама. Я могу вам показать, она у меня все еще здесь, эта трубка валяется. Прошки 6 Magic, все бенды для РФ. А вы утрудите себя, посмотрите мой обзор. Вы же можете. Про какие динамики? Виктор Чо, ну они столкнулись с проблемой запотевания камеры, которая решается 2 прогонами в Antutu. Вот серьезно, устраивать панику особую по поводу этого я не вижу смысла. Так, GPU мы сейчас прогоним и все. И посмотрим, что он будет делать с Геншином. 15 минут. Рина Тор, спасибо большое, вы теперь в бане. Когда вы захотите рекламировать какие-нибудь магазины, приходите, но не ко мне. Рекомендую идти туда, на стримы, где эти магазины осуществляют продажи. Я, по-моему, вам ни одного Алишного магазина за все стримы не назвал, кстати. Напоминаю, что Алишка, Яма или что-то подобное, это все платформа. Выбирайте сами, где брать. Мо Блэк, опять же, это тоже не чистая воды там. Но вот чистой воды, я повторяюсь, я не советую связываться с Озон Global, хотя вам может повезти. Когда вы связываетесь с баллами с ММ, ну вот, я слил баллы на 12X, на Xiaomi 12X. Теперь буду сталкиваться с тем, как их возвращать, потому что, повторяюсь, смартфон не забрали, так как полностью выгоревший экран был. За 120 можно, да, игровой ноут. Можно стационар шикарнейший собрать за 120.
Александр Шурин, у меня у Перекупа лежит этот OnePlus раскладушка, которую уже человек 8 покупает и потом ему обратно продает. Вот что я буду с ним делать? Я привык покупать новые. Вот я его куплю новым. Он у меня его окей выкупит. Я вам расскажу о нем. Что я о нем расскажу? Что это абсолютно с ПО недоработанное устройство. Так оно и есть. Дмитрий Герландец, спасибо, что дошел. Я тебя ждал, без сарказма. Вот, сейчас мы врубаем Genshin. Буквально 10-15 минут на максималках, и все. Хорошо? Да, удал. Это на тег на каком-то встает Genshin без проблем. Я даже удалять этот коммент не буду, потому что вы правы. Не забываем прожать лайк, все, кто пришел. Я понимаю, что прожарки затянутые для кого-то. Кстати, в люксах. Что у нас тут? 1100 люксов. Все. И секундомер мы включаем сейчас. Или нет? 31%? Да сейчас, наверное, врубим. Стоп, сброс, старт. Но перед этим, разумеется, я сейчас поменяю камеру. Видите на стримы. Люди потом не смотрят. Зачем мне покупать смартфон, а потом не иметь просмотров? Global точно бы не покупал, даже не думайте. Здесь не за что отдавать такие деньги. И нечего его вообще даже обозревать. Чем он отличается от китайской? Ничем. Так, давайте-ка я выйду из игры. 30%, потому что, видите, он сразу процент съел. Напоминаю, что Smart 6 Pro был очень-очень живучим. Big Summer, я не знаю, может я завтра не осилю делать, но скорее всего буду. У меня-то 3 часа ночи уже. Смешно. Нет, Александр Иванов. Я не шарю в приложениях для музыкантов. А какие есть приложения для музыкантов? В донате вопрос. Вау. По-моему, в прошлый стрим не было донатов. Сейчас 5 секунд спрошу. Так, ну ладно. Спасибо большое. 5 секунд. Я даже в него не зашел. Так. Все, 30% старт. По-моему, он уже разогрелся. 5 секунд. Через YouTube заходим. Спасибо большое, Александр. Какой телефон лучше для съемки? Бюджет iPhone не предлагать. Стаб цветопередачи. Ничего, кроме iPhone, тебе не даст нормальную цветопередачу. Можешь купить Oppo Find X7 Pro. Из всех китайских, по мне, лучше всего он. Либо, если ты знаешь, что такое Sony и повернут, возьми 1V. И в кинорежиме ты сможешь многое. Но опять же, для этого у тебя должны быть руки и голова. И админ понял про водопады, а какие плоские флагманы. Я уже ответил. Айку еще. Так, почему мне не дропнулись никуда? Да, Oppo Find X7 Ultra. Но опять же, все равно он рядом с айфоном не лежал. По натуральности при фото и видео. Но рисует красиво, народу нравится. Пожалуйста. Раз. Два.
Лимит. Растущая угроза. В Абу-Даби не забудь Феррари Спарк сходить. Да можете расписать мне, да, куда надо. Я абсолютно говорю, вот люди, очень богатые люди, я знаю, те, кто зарабатывает, ну, как относительно очень богатые. Ладно, люди, которые работают на очень богатых людей, хорошо зарабатывают, там, хотя бы 1,5 мульта. Они в основном тратятся на, если в компаниях, на как раз поездки куда-то. Я не знаю, мне не втыкает это дело, но надо. Потому что я старый, а потом мне вообще будет лень. В общем, в Абу-Даби я еду еще и на Рамадан. То есть, я не знаю, в чем кайф. Мне кажется, он уже сбросил яркость. Сейчас проверим. Но не факт, потому что темно. Сейчас мы поиграем хотя бы 5 минут. Разрушьте башни. А, кстати, может быть, выстрелить можно просто и разрушить ее тем самым выстрелом? Она будет гореть? Не горит. Ну и ладно. Раз. Два. Они никуда не исчезли, смотрите-ка. Есть. Все, упал. Да. Все. Да что ж такое? Вообще хороши. Хороши. Почему он не горит? Почему щит не горит? Ну и ладно. Так. Конструктивные особенности смарта. Что конструктивные особенности смарта? Окей. О, все, зашибись. Кстати, заметьте, что не все смартфоны вот так вот имеют отблески такие. Вот света. А, может быть, потому что... Давайте к свету беру. Сейчас я победю его. Победилка. Вырастет. И разверну свет. Ощущение, что 30 FPS. Нет, это ощущение, что 30 FPS, потому что камера так работает. Смарт здесь ни при чем. Это мне нужен еще один еще одну карту захвата. То есть у меня нормальная карта захвата здесь работает, а там на второй камере, хотя качество довольно неплохое картинки, без карты захвата почему-то он не хочет показывать больше. Одолей всех врагов. Так, а я не проверил, кстати, яркость. 7 минут уже. Ну все, трындец, я вам скажу. Вот и вся яркость. Ну так уже через 5 минут было. 495 люксов. Это не совсем плохо.
Это не совсем плохо, но мы еще 15 минут даже не играем. Поэтому все, как говорится, относительно. Александр, вам спасибо. Xiaomi 4 понеслась. Ильгизе, Ильгиз, по возможности смотрите обзоры. Вот если вы будете использовать чат как Google, вас будут просто админы банить и все. А Сергей Вон это музыка бесплатная просто. Мне нравится. Лаунж называется. Тач пока неплохо. Не скажу, что супер он какой-то отзывчивый, но довольно отзывчивый. И прыжок. Да, огромное всем спасибо за лайки. Все, кто пришел, не забываем прожать лайк. Как бы вам не было интересно или неинтересно на стриме, если вас интересует техника и вас интересует онлайн тесты, то вам больше некуда идти. Всем остальным лень это делать. Вот. Так что надеюсь, что вы рано или поздно поймете, что ваш девайс здесь тоже может быть. И подпишитесь. Не. Ага, он еще обновился, да? Ну и ладно. А, их два здесь просто. Вот в чем прикол. И все-таки... Нет. Да. Вот жизнь. Все. Короче, надо долбить его, а не страдать лабутенью. По одному. Или я никогда не пройду эту штуку. Не-не. Да ладно. Зарубы такие. Ну, поменяйте. Почему? Потому что не поменяйте все. Что некорректно они по-другому начинают работать. Мне нужна еще одна карта захвата, я ее купил, и она работает еще хуже. Угриновскую. Ей посоветовать триггеры, чтобы цена-качество. Так любые. Их, по-моему, море триггеров, которые продаются. Нет? Уже как-то тяжело ему. По-моему, он еще сбросил. Но не факт. Сейчас скажут, на шторке некорректно измерять 480. Давайте не на шторке. Нет, из игры я выходить не буду. Может быть, я не прав, кстати. При измерении на шторке. Видите? Без шторки он показывает 600. Не прав все-таки. Но все равно в 2 раза сбросил.
Но не все равно, да, 600 это не 500. Нил, да, наверное, спит. Или он просто не в курсе был. Понедельник день тяжелый. У него еще баскетбол. Серьезно? Ну и ладно. Россия в нишу. Это какой-то дикий чип. Вот эти с лопатами все время тоже типа дикие. Большой урон. Еще не видно ничего бывает. Сейчас. Один. О, еще два новых, да? Были времена, когда смартфоны не сбрасывали яркость. Да, вроде моща идет, а моща идет не на пользу вообще никак. И это факт. Понеслась. 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 Все. Ну, я вам скажу, что 60 FPS и максимальную графику он держит 15 минут, и это прям круто. Молодец. Можете меня поправить, но 600 люксов это более чем достойная яркость. И да, он горячий, но никто его не будет. Мне кажется, он R6 точно для Геншина никто покупать не будет. Да, вроде всегда. Ну ладно, не будем. Так, отслеживать тайны шофла. Не, наверное, вот это все лучше отслеживание. Потому что это телепорт. Что яркость? Так, тихо. Что еще с яркостью что-то произошло? Нет, она такая же. 550 люксов. Абсолютно адекватная яркость. Не 260, не 220. Ощущаете заниженное ожидание? И все. Так, у меня сейчас Realme Master Explorer Edition. Большая разница будет, если перейду на Oppo Find X7 Ultra. Да, огромная по мне. Огромное спасибо, Александр, за донат. Ну, я вам скажу, что в основном люди покупают даже наоборот. То есть, если я говорю плохо, они покупают и все. То есть, им не важно, что я рассказываю. И могут посмотреть обзор. Тот же Жужу взял и купил OnePlus и кайфует. Наш админ.
И все. Обзоры. Стримы это считайте как тоже часть обзора для меня сейчас. Пойдет он, кому-то будет интересно, хорошо. Если будет... Ну вот сейчас пока нормальная динамика и нормальная тенденция по подписчикам тоже. Говорю, здесь всегда надо помнить, что тусовка, которая в зрелом возрасте, выбирая смартфон, будет приходить и смотреть стрим, она не такая большая. То есть люди реально должны любить железо, чтобы смотреть все эти пруфы. Ну и чего ты? Серьезно? Небесные врата. Так, а что у меня здесь, да, допустим, за... Ну ладно. Телепорт. Ну да, кстати, Xiaomi, если говорить, кстати, по смартам, очень интересно, что Xiaomi 13 мне запомнился. 14 как-то не особо. Серый кот, наверное, Poco C65 покупает и все, или нет? Серый кот, скажи честно, какой у тебя смартфон? Не забываем прожать лайк, подписаться на канал с колоколом, на телегу скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. В личной телеге я уже скидывал просто море фотографий с этого смарта. У всех свои минусы, разумеется. Аноним, огромное спасибо за донат. Вы уже третий сегодня. Прошлый стрим был бездонатный. Этот, как говорили мне, плашку добавь. Так, и чего? Выполните испытание на время. И понеслась. И понеслась. Иммунитет. Так, стоп. Нет, все, это хана. Надо заново. Так лень. 20 минут сейчас проверю яркость. Но у меня по ощущениям все так же норм. Так. Во-первых, что у нас там было? 30%? О, 9%. 27 в час. Неплохо. И яркость 600. В общем, не вижу смысла дальше гонять его. Не вижу. Потому что New State не уставляется, а это дело нормально играется. 20 минут более чем достаточно. О, еще кто-то кинул. Даже пришло оповещение, вау. Саня, я тебе подсъем на сам по сравнению... Как тебе подсъем на сам по сравнению с айфоном? Повторяюсь, кодировка лабутень, рендер глючит и выпадают кадры. Может быть, если химичить... В общем, в целом теперь на iPhone все. Все. И он очень большой. Неудобно. Вот. Серый кот. Ну, S24 Ultra это крутой смарт. Не надо прибедняться. Нет, нет смысла переходить вообще. И еще раз огромное спасибо. Еще кому-то за донат. Подождите 5 секунд. Рома, спасибо. Были анонимом, теперь не аноним. Так. Ну, есть у кого-то еще вопросы по поводу этих железок или нету? С фронталкой у Honor широкоугольная камера. Сейчас проверим. Давайте. Не проверим, а вы увидите. Вот смотрите по фото. Ультраширик 0.8. Видите? X1. Ночь, диафрагма. Но здесь облом будет сейчас. Раз, два, три. Елочка гори. То есть 60 FPS у нас только на основном модуле. На фронталке 4К 30 FPS и все. Еще мне не нравится, что ты
Ну вот у тебя есть 4К 60 FPS? А, нет, здесь можно. Иногда он подглючивает, что нельзя развернуть. Замедление могу показать еще сколько максимум. 240 FPS или 120 FPS. И из интересного, наверное, диафрагма здесь меняющийся от 0,95 до F16. Но она не механическая. Дмитрий, я уже сказал, ты пропустил, просто тебя не было. Я Xiaomi 14 Ultra уже на руках, ее купили. 8 числа она у меня будет на руках, и 9 мы сможем ее прожарить, унизить и все остальное с ней сделать. Специально для того, чтобы можно было сказать, что уже 2-3 недели она обновляется. И, надеюсь, в ребут она у меня не уйдет. Харас фото. Вот, раз, два, три, довольно быстро. Максимальное разрешение для съемки здесь только 4К. 8К нету. И в целом еще какие вопросы есть? 4К 60 FPS нет на фронтальной. 4К 8К нет на основном модуле. Ультраширик сейчас я вам покажу. Максимальное для него разрешение для видео. Ультраширик. 4К 60 FPS тоже. Основа и телевик. Также. Ильгиз, вот сейчас я вас не заблочу, а на вопрос почему, потому что это моя телега. То есть правила у меня такие, какие есть. У вас могут быть другие телеги свои, либо другие каналы, которые вы смотрите, сообщества, в которых другие правила, и вполне возможно вам там более комфортно. И все. Я не думаю, что вы там спрашиваете, почему у меня мата нет. ММки нет, потому что там разводиловая. Еще раз повторяюсь, его очень много. Промики есть, но лить на какого-то продавца там, потому что платформа меня посылает. Такое себе. Нужно всегда помнить. Там очень много специфики. Вот. А каждому объяснять я не хочу. Я говорил уже, что мне достаточно 3000 просмотров на один ролик. И это более чем, чтобы я занимался ютубом. И достаточно в телеге, можно и без телеги взаимопомощи, я могу ее бахнуть в любой момент и создать новую. Главное, у нас есть группа отдельных администраторов, и они никуда не денутся. А остальным, вау, аноним, огромное спасибо вам. Компенсировали сегодня мне треть завтрашнего розыгрыша одного из браслетов. Завтра разыграем, я думаю. Всем огромное спасибо, что пришли. Не забываем прожать лайк, подписываться на канал с колоколом. Давайте скажу всем до свидания. Андрей Грозный, Алексей Земцов, Табуреточка, Ильгиз, Дмитрий, разумеется, Герланец, Дмитрий Гордиенко, Антон Винокуров, старший брат, За закатом, Алексей Земцов, Вик, Серый кот, Александр Юрьевич, Алекс Бетком, Марк Рентер, Апоссум, Рамзес и Бэтком Алекс. Огромное спасибо, что зашли. Остальных, кого не вспомнил, тоже огромное спасибо. Постараюсь завтра сделать стрим, но может не завтра, послезавтра. Крайний вариант. Еще раз, приятно вас было всех увидеть. Всем отличного вечера, кому-нибудь уже дня. И до скорых встреч, друзья.